Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами наконец-то установим систему динамической курсовой устойчивости на Mitsubishi Lancer 10 с поддержкой систем ESS и HSA. ESS – это система предупреждения об экстренном торможении, то есть ваш автомобиль будет быстро сигнализировать задними фонарями об экстренном торможении. А HSA – это система помощи при старте на спуске или подъеме. Итак, какие комплектующие нам потребуются сегодня для установки? Давайте сейчас я быстро вам оглашу весь список, а потом дам небольшие комментарии по поводу гидроблока. Итак, самая первая основная запчасть – это гидроблок системы курсовой устойчивости. В моем случае это 719 блок. Трехрядный разъем для подключения данного гидроблока к автомобилю. Кронштейн для данного гидроблока, потому что кронштейн, который установлен сейчас и на котором стоит блок АБС, не подойдет. Кронштейн этот оригинальный, но сейчас, если не ошибаюсь, делают реплику данного кронштейна по вполне демократичной цене. Далее, что нам потребуется, это датчик ускорения, или как его еще называют, G-сенсор с разъемом. В моем случае это 148 G-сенсор, но подойдет и 149, 282, 730. И это далеко не весь список, который подходит к данному гидроблоку. Также потребуется кронштейн и крепеж, чтобы закрепить данный G-сенсор к автомобилю. Кнопка. Если у вас рестайлинговый лансер, к данной кнопке еще потребуется разъем, потому что на рестайлинговом лансере отсутствует проводка для подключения данной кнопки. Ее придется наращивать. Этим мы как раз сегодня и займемся. Также потребуется проводка. 4 провода по 2 метра. Они необходимы, чтобы подключить G-сенсор к гидроблоку. Один провод 2,5 метра. Он необходим, чтобы подать питание от блока ETEX на гидроблок. И 1 метр провода, чтобы подключить кнопку. Также нам еще понадобится датчик угла поворота руля. Это 0,84 или 0,86. У меня 0,84, но сейчас его на столе нет, потому что он уже установлен у меня на автомобиле. Его я установил в серии про биксеноновые фары и систему адаптивного освещения в поворотах. Но в сегодняшнем видео я вам напомню обязательно, как правильно надо устанавливать данный датчик. Ну и само собой потребуются стяжки, изолента и врезные клеммы. После того, как мы все это установим, нам потребуется еще прокачать тормоза. Поэтому еще я купил новую тормозную жидкость. Что касается самого гидроблока. Изначально я приобрел комплект SAX, который состоял из 298 блока и 282 G-сенсора. И по большому счету комплект SAX на сегодняшний день является одним из самых оптимальных как по цене, так и по наличию всех необходимых систем. То есть там присутствует система ESS и HSA. Единственное, чтобы данный комплект заработал на Lancer 10, необходимо в блоке ETEX в параметре Vehicle Line указать, что у нас якобы не Lancer 10, а SAX. Изменение данного пункта никак не влияет на ездовые качества, все у вас будет работать как и положено. Но я в ближайшее время собираюсь устанавливать систему бесключевого доступа. А система бесключевого доступа при своей работе отталкивается от этого параметра. Если у вас там будет указано не Lancer 10, а SAX, то и логика работы бесключевого доступа будет строиться как на SAX. Так, например, крышка багажника будет восприниматься как пятая дверь и работать по данной логике, а в блоке ETEX из-за этого будет выбиваться ошибка. Также, например, у кого установлена штатная камера заднего вида, линии будут рисоваться как на SAX, но, по-моему, это поправимо. Как я понял, для большинства ребят этого не критично, но раз у меня Lancer 10, я и хочу, чтобы все работало как на Lancer 10, так что я решил ставить лансеровский блок. По большому счету, если бы я не устанавливал себе бесключевой доступ, я бы установил бы комплект SAX и не заморачивался. Ну а раз я решил устанавливать лансеровские блоки, то я остановился на 717 либо 719 блоке, потому что они более универсальны. Так, например, 717 блок устанавливается на автомобиле с любым типом коробки и типом привода. Единственное, в 717 блоке отсутствует система помощи при старте на спуске или подъеме. А на 719 блоке эта система присутствует, но он устанавливается только на автомобиле с автоматической коробкой передач. То есть автомат, вариатор, либо робот. Ну, я и приобрел 719 блок, поскольку у меня автомобиль на вариаторе. По большому счету, на Lancer вы можете установить множество блоков, это с SAX, Soundlander, лансеровские блоки. Этих блоков огромное количество. Есть как более ранние версии, есть более поздние версии, есть версии универсальные, а есть версии, например, которые работают только на переднем приводе, либо на автомате, как, допустим, мой 719 блок. Так что, когда будете покупать свой комплект, обязательно уточняйте у продавца, подойдет ли данный комплект на ваш автомобиль. Я свой комплект, как и большинство всех комплектующих на Lancer 10, купил в группе Lancer X26.
Ссылочка на данную группу будет в описании. Так что приступаем к установке и пойдем от меньшего к большему. Сначала установим кнопку и нарастим недостающую проводку. Если у вас дорестайлинговый Lancer 10, то просто берете кнопку и устанавливаете. Разъем для подключения данной кнопки у вас будет с завода. А если у вас рестайлинговый Lancer 10, как и у меня, то проводка, к сожалению, отсутствует. Ее придется восстанавливать. Но восстанавливается она достаточно просто. На разъеме кнопки системы курсовой устойчивости будет 4 провода для подключения. Провода пинов 2, 3 и 4 кнопки системы курсовой устойчивости подключаем к точно таким проводам по цвету в разъеме ручного корректора фар. Второй пин с черным проводом к пятому пину разъема ручного корректора фар, третий пин с бело-красным проводом ко второму пину и четвертый пин с зелено-белым проводом к третьему пину. А первый пин разъема кнопки системы курсовой устойчивости наращиваем и ведем вдоль штатной проводки до салона ручки открытия капота. Первый пин надо подсоединить к белому с красной полосой проводу, который берет свое начало с блока ETAX разъем C313 пин 15. Можете сразу врезаться к этому проводу, либо подсоединиться ответным пином или с помощью зажимной клеммы в разъеме C27 пин 5. Данный разъем будет синего цвета и располагается около салонной ручки открытия капота. Но у меня данный разъем отсутствовал, поэтому я нашел похожий по цвету провод и с помощью прозвонки мультиметром обнаружил необходимый провод вот в этом разъеме. Если я не ошибаюсь, это разъем C28. Подключаемся в пин 4 с помощью зажимной клеммы или ответным пином к белому с красной полосой проводу. Теперь проводка для кнопки системы курсовой устойчивости восстановлена. Теперь, что касается G-сенсора. Чтобы его установить, необходимо подразобрать нижнюю часть торпеды с водительской и пассажирской стороны. А именно, нам надо снять вот эти боковые накладки, потому что G-сенсор крепится в самой нижней части под торпедой на кузов. Но чтобы эти боковые накладки снять, необходимо сдвинуть центральный тоннель, после чего уже эти накладки без проблем снимаются. G-сенсор устанавливается на кузов автомобиля вот в этом месте. Прикручиваем G-сенсор к кронштейну, а кронштейн с помощью болтов к кузову с пассажирской и водительской стороны. Резьба для установки кронштейна будет у вас с завода. После чего датчик кислорода, который был ранее закреплен на кузове, защелкиваем на кронштейн. Далее необходимо проложить провода до гидроблока. 4 провода от G-сенсора. Синие и оранжевые провода – это коншина, они должны быть обязательно сплетены между собой по всей длине. И один провод питания гидроблока. На дорестайлинге питание можно взять с разъема C128 пин 2, а на рестайлинге разъем C128 отсутствует, поэтому подключаемся напрямую к блоку ETAX разъем C315 пин 4. Но сам провод питания гидроблока не подключаем, так как в этом случае на этом проводе появится 12 вольт. Все подключим после установки трехрядного разъема гидроблока. Прокладывать провода до гидроблока буду через заглушку в районе бардачка. Извлекаю ее, делаю в ней отверстие 5-6 мм и продеваю провода. После чего изолирую провода по всей длине и прокладываю до гидроблока. Некоторые советуют заводить эти провода в салон снизу вверх, чтобы полностью исключить стекание воды в салон из подкапотного пространства. Так и поступим. Как я уже говорил ранее, у меня установлен 0,84 датчик угла поворота руля. Его я установил в серии про установку адаптивного освещения в поворотах. Перед установкой датчика отключаем клеммы аккумулятора. Снимаем подушку безопасности руля, она крепится двумя болтами по краям. Далее откручиваем гайку, которая держит руль. Как открутите данную гайку, не забудьте сделать метку на валу и руле, чтобы при обратной сборке поставить руль в изначальное положение. Отщелкиваем все разъемы и кожух рулевой колонки. Если у вас есть лепестки переключения передач, их также снимаем. Откручиваем основу, на которой крепится подрулевые переключатели. Датчик крепится 3 винтами с обратной стороны.
нулевой. Крепить надо аккуратно, чтобы не сбить нулевое положение. На дорестайлинге разъем для подключения датчика положения руля у вас будет с завода, а на рестайлинге проводка отсутствует, придется восстанавливать. От разъема датчика будет идти 4 провода. 2 черных провода подключаем с помощью зажимной клеммы к точно таким проводам разъема левого переключателя поворота и света. Оставшиеся 2 провода, коричневый и зеленый, протягиваем за приборную панель к 2 разъемам. Это кант-шина, поэтому данные провода должны быть сплетены между собой. За приборной панелью будет разъем, в него и подключаем провода. Коричневый над черным, зеленый над оранжевым. Теперь проводка датчика положения руля восстановлена. Теперь наша задача снять старый блок АБС и установить новый, но перед этим обязательно снимаем клеммы с аккумулятора, после чего отщелкиваем разъем со старого блока АБС, откручиваем 6 гидравлических трубок и откручиваем кронштейн, на котором установлен блок АБС, и вынимаем его, после чего уже устанавливаем 719 блок. Разъем блока АБС может быть забит песком и грязью, поэтому для его открытия простого перевода оранжевого фиксатора может быть недостаточно. Тут надо действовать одновременно. Одновременно переводим оранжевый фиксатор в положение «открыто» и одновременно вытаскиваем его из блока. Гидравлические трубки, которые подходят к гидроблоку, будут 2 разных размеров. Те, что потолще, это входные, они откручиваются ключом на 12. И которые потоньше, это выходные, откручиваются ключом на 10. Чтобы открутить гидравлические трубки, я использовал разрезные ключи. Входные трубки ключом на 12 открутились без проблем, а вот выходные никак не поддавались. Данные ключи начинали слизывать грани на гайках. В этом случае я использовал прокачные ключи с затяжным винтом. С помощью них все получилось открутить с сохранением граней на гайках. Кронштейн, на котором установлен блок АБС, крепится 3 болтами к кузову. Откручиваем и аккуратно вынимаем кронштейн с блоком. Устанавливаем новый блок. Прикручиваем сначала входные трубки и чуть прокачиваем тормоза, чтобы блок заполнился тормозной жидкостью. И далее уже прикручиваем все 4 выходные трубки. Когда вы откроете двухрядный разъем, перед вами будет 15 проводов. Все эти пины необходимо перекинуть в трехрядный разъем и добавить 4 провода от G-сенсора. И 1 провод питания с блока ETEX, который мы провели ранее в подкапотное пространство. Пины будем переставлять по одному. Для этого снимаем внешнюю крышку с разъема и обязательно отщелкиваем белый фиксатор пинов. Пины в разъеме удерживают небольшие пластиковые держатели, отгибаем их с помощью иголки и вынимаем. Пины в трехрядный разъем переносим по следующей схеме. Пины 1 и 14 двухрядного разъема — это масса. Переносим пин 1 в пин 47 и пин 14 в пин 16. Пины 13 и 26 двухрядного разъема — это питание мотора и клапанов в блоке. Переносим пин 13 в пин 1 и пин 26 в пин 32. Пины 4 и 6 двухрядного разъема — это кант-шина. Переносим пин 4 в пин 12 и пин 6 в пин 13. Пин 7 двухрядного разъема — это питание. Переносим пин 7, пин 8. Пины 15 и 16 двухрядного разъема — это датчик заднего правого колеса. Переносим пин 15 в пин 42 и пин 16 в пин 43. Пины 18 и 19 двухрядного разъема — это датчик переднего левого колеса. Переносим пин 18 в пин 45 и пин 19 в пин 46. Пины 21 и 22 двухрядного разъема — это датчик переднего правого колеса. Переносим пин 21 в пин 33 и пин 22 в пин 34. И пины 24 и 25 двухрядного разъема — это датчик заднего левого колеса. Переносим пин 24 в пин 36 и пин 25 в пин 37. Далее добавляем в трехрядный разъем 4 провода от G-сенсора. Так как G-сенсор нового образца, то и разъем также нового образца с 4 пинами. Нумерацию делаю произвольную, ориентир защелка справа. Пин 1 G-сенсора подключаем в пин 29 трехрядного разъема. Пин
Пин 2 G-сенсора подключаем в пин 19, пин 3 G-сенсора подключаем в пин 18 и пин 4 G-сенсора подключаем в пин 22. Также у вас может быть G-сенсор старого образца, на нем будет 6-пиновый разъем. Подключение тут аналогичное, ориентируйтесь по цвету проводов. И подключаем в трехрядный разъем последний провод питания от блока ETOX с разъема C315 пин 4. Подключаем в пин 2 трехрядного разъема. И вот только теперь этот провод можно подключить в разъем C315 пин 4 блока ETOX. Защелкиваем фиксатор пинов, укладываем аккуратно провода и подключаем разъем к гидроблоку. После финальной установки системы курсовой устойчивости необходимо прокачать тормоза по стандартной схеме. Прокачиваем правое заднее, потом левое переднее, далее левое заднее и правое переднее колесо. Обязательно в процессе проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке. По мере снижения доливайте новую. Когда вы заведете автомобиль, на приборной панели появятся ошибки, так как необходима активация системы курсовой устойчивости. Я напоминаю, что на канале есть отдельное видео по процедуре активации. Там вы узнаете, как активировать и с помощью каких программ. Ссылка будет в описании. В кодинге двигателя находим вот этот пункт и отключаем. А в этом пункте включаем систему курсовой устойчивости. Далее в вариант кодинге находим данный пункт и отключаем. Находим этот пункт и включаем систему курсовой устойчивости. А в этом пункте включаем датчик угла поворота руля. Если ваш блок поддерживает систему ESS, в этом пункте включаем систему ESS. Также, если бы я, например, ставил блок с SAX, то надо было бы подобрать значения в пунктах тип шасси, модель, трансмиссия и двигатель, как на автомобиле, с которого был снят блок. Ссылки на таблицы со значениями для подбора будут в описании. Но поскольку мой 719 блок снят с лансера, эти значения менять не буду, по идее все должно сразу заработать. Однако после того, как я завел автомобиль, исчезли все ошибки, кроме одной, 1417. Это означает, что надо подредактировать пункт типа шасси в этом пункте. У меня было Type 4, теперь я выставил Type 7. В некоторых случаях на 719 блоке выставляю Type 10. Далее стираем ошибки и заводим автомобиль. На приборной панели появляется значок системы курсовой устойчивости. Ошибок больше нет. Теперь, если зажать кнопку отключения системы курсовой устойчивости, она отключается. Появляется соответствующий символ на приборной панели. Значит, все работает исправно. Далее едем на площадку с ровной поверхностью и в программе MM Coding Writer вот в этом пункте калибруем сначала G-сенсор, а потом датчик угла поворота руля. Активация завершена. Если у вас после всех манипуляций по-прежнему будут ошибки, то проверяйте сначала, правильно ли вы все подключили. Также я напоминаю, если ваш блок с Outlander или с SAX, то вам придется выставлять значения в пункте типа шасси, модели, иногда трансмиссии типа двигателя, которые были на автомобиле, с которого снят ваш блок. Ну что, друзья, протестировал я немного систему курсовой устойчивости на дороге с гравием, все работает просто замечательно. Но в полной мере систему курсовой устойчивости мы сможем протестировать в зимний период времени, там это будет сделать намного проще. Противобуксовочная система также работает хорошо. Система ESS, предупреждение об экстренном торможении. Я также пытался протестировать данную систему на дороге с гравием, но, как я позже выяснил, данная система срабатывает при достижении нескольких условий. Первое. Ваша скорость должна быть свыше 60 км в час. И второе. Должна сработать система ABS. Но оттормаживаться на скорости 60 км в час в данный момент на дороге с гравием мне показалось небезопасно. Поэтому данную систему мы также протестируем в зимний период времени. А вот система ХСА очень полезная система, я ей пользуюсь каждый день. Данная система будет держать до 3 секунд тормоз, позволяя тронуться на подъем. И машина тем самым не будет у вас скатываться. Данная система работает как при движении вперед, так и при движении назад на подъем. Так что если кто-то из вас сомневается, устанавливать ли систему курсовой устойчивости или нет, то я смело могу рекомендовать устанавливайте, потому что система курсовой устойчивости – это ваша безопасность. И у меня будет просьба к вам, если кто-то из вас уже устанавливал систему курсовой устойчивости на свой автомобиль, то отпишите в комментариях, какой блок устанавливали, какой G-сенсор и самое главное, какие кодинги использовали для данного блока. Я думаю, эта информация будет очень полезна для тех, кто только собирается устанавливать систему курсовой устойчивости, особенно если будут устанавливать не лансеровский блок. Так что, друзья, спасибо большое за просмотр. Я напоминаю, что, как и всегда, вся полезная информация в рамках данного видео будет в описании под данным видео. До новых встреч!